Здравствуйте, дорогие друзья! Снова орхообострение. В этот раз, тяжелые случаи. Две посылки сразу. Одна из Флориды, другая из Сиэтла. Нужно было получить орхо-дозу немедленно. Просто развился тяжелый случай. У этого поставщика я заказываю первый раз, хотя у меня были ее орхидеи через подарки от Светланы из Лос-Анджелеса. Я от нее получала раньше. Но сейчас я заказала напрямую от Александры Кравченко, которая живет во Флориде. И здесь интересные растения, в основном вандовые. Давайте откроем и порадуемся вместе. Не поверите, но в этот раз меня сподвигло на покупки безделие. Мои орхи все на улице, поливаются дождем, и дело было вечером, делать было нечего. Я оставлю ссылку под видео, как можно найти Александру Кравченко на Фейсбуке. Она заказывает орхидеи напрямую из Таиланда. И у нее есть своя собственная коллекция из 200 или больше орхидей. Она выращивает на улице. И выращиваешь ты так круглый год, а не так, как я, по 5 месяцев в году только. Ну вот, первый пошел, первое растение, и сразу восхищение, что оно выглядит очень здоровым, с шикарными корнями. Я много покупаю онлайн, на интернет, и везет таким образом мне не очень часто. А тут выглядит так, что я очень хорошо зашла. Здесь можно прочитать Васка Дженнис Алисон. Вот какая красота. И стоила она всего $35. Представляете, за 35 здесь я не каждый еще приличный фаленопсис могу купить. Кстати, Васка Стайлис – это гибрид ванды, аскоцентрума и ринхостайлиса. Или ринхостилиса, уж не знаю, как правильно по-русски, теперь по-английски. Ой, а это какая лапочка в цвету. Аромат-то какой! Фруктово-цветочный, и ванила, и зефир, и жасмин. Вот все вместе перемешать, так пахнет это перерара. Это гибрид, в котором участвует всеми любимый Bangkok Sunset. Такой комплексный гибрид перерара, сейчас язык сломаю, это гибрид ванды, калестиса и айрайдеса. Потянуло меня на вандовые, но на такие, которые небольшого размера. Более компактные, для которых я смогу найти место, когда занесу орхидеи снова домой на зиму. Я действительно приятно поражена качеством растения и их ценой. Вот это было тоже $35. Купила я 6 растений, и Александра сказала, что положит подарочек. Это будет талумния. Талумнии я тоже люблю. О, еще одна красавица. Это, видите, это цвела, и это тоже Васка Стайлис. Мишима лайм. У нее цветы лаймовые, зеленые с розовой губой. Как я могла такую красоту не заказать? Я вообще люблю зеленые цветы. Вот что мы любим в орхах. Их скрещивают, выводят такие гибриды. Вот как этот. Ванда. Огромное растение с крупными цветами. Потом добавляют туда аскоцентрума. Это цветы поменьше и растение компактное. И ринхостилис, у которого пышные цветы, похожие на лисий хвост, такие огромные. О, еще одна. У этой, смотрю, корни потолще, не как у предыдущей Васкоцентрума. Ой, смотрите, какой корешочек, лапочка такой проклюнулся. Так, надо себя сдерживать и не причитать. Тут, знаю, многих раздражает. Это Вултипанара Мануня или Манюня. Не, вы видели такое? Такая красота, и напоминает мне Леодора фаленопсис с цветами. И, кстати, он очень ароматный, и говорят, что пахнет как Леодора. Вот видите, внутри большой корзинки там есть маленькая горстиночка такая, куда и посадили малышку после того, когда, наверное, вынули ее из фласки лет 7, а то и больше назад. И я раньше не слышала, что такое Вултипанара. Похоже, что это гибрид ринхостилиса гигантеи персиковой. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас дендробиум, да еще и с цветоносом. Какая красота! Знаете, на фотке он мне показался гораздо большего размера. Называется он
Dendrobium Rambo. Нынешняя молодежь, наверное, не знает, кто такой Рэмбо. А в 80-е красавчик Сильвестр Сталлоне, он и был тем самым Рэмбо. Имя для этого дендра совершенно не подходит. Но какой это Рэмбо? Где бицепсы и трицепсы? Здесь только рожки, вон они. Кстати, он так и называется дендробиум штопор или дендробиум антилопа. И он быстрорастущий. Посмотрите, вот у него второй цветонос, а на следующем цветении он может выдать сразу 4 или даже 5 цветоносов. Александра, у которой я заказала, сказала, что ее мама любит дендробиумы. Я думаю, хорошо, мне это тоже подходит. И я дендры люблю. Так, а где бы здесь... какая-нибудь почечка бы для нового роста, было бы неплохо. Думаете, он пахнет? No smell. Yep. Обычно такие не ароматные. Что у нас следующее? Следующее у нас снова вандовая. Не перестаю удивляться, какие же здоровые растения со здоровыми корнями. Ой, а это еще и имеет детку. Прикорневую, ну вообще повезло, 2 в 1, корни хорошие, листья шикарные, все в тургоре, растущие кончики корней. Так, а кто это у нас? А это у нас тоже гибрид, называется Ploen Pit Prize. Действительно, приз-сюрприз. Это Вандака стайлис на Ринхостилис гигантею, по-моему, снова персиковую. И это все таиландская селекция. Мне нравятся компактные растения, не огромные. Эх, не загубить бы такие корни. Пойдут они у меня в глиняные горшки и будут выращиваться бессубстратно. А следующее у нас это... корешок отвалился. Это вандовая. Интересно. Бирочки я не вижу, но листья какие-то узкие, не широкие, как у остальных вандовых. Где же бирка? Где же бирка? Маленькая это подарочная тулумния. Так, что-то я запуталась. Я заплатила за 6 растений. Тулумния была 7-й подарочной, а это получается 8-й. А корешочки какие славные. Только-только стартанули. Посмотрите. Сейчас самое то посадить ее, чтобы она этими корешками начала прирастать к горшку. Ну или к корзинке. Да, будем выяснять, что это такое и с чем его едят. Практически 2 растения соединены ризомой, и корешки с такими зелеными кончиками говорят, что растение будет цвести, явно не красными цветами. Но отложим до выяснения обстоятельств. А здесь у нас тулумния. И Александра предупредила меня, что тулумния будет без названия. И ничего, так даже интересней. Разве есть такие в нашем хобби, кто не любит сюрпризы, кто не любит вот это чувство ожидания? А как зацветет, а чем зацветет, а вдруг это будет что-то вот такое редкое и умереть не встать, какое красивое. В этом-то и интерес, в этом-то и зацепка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 is a gift. Wow, I think I ordered 7 only. Да, на тот момент поголовный пересчет меня совсем сконфьюзил. Оказывается, смотрите сюда. Эту фотку Александра мне прислала показать, как она выглядит, когда будет цвести. Видимо, у нее есть эти цветущие. Это гибрид Неофинитии фалькаты, которая растет в Японии. Правильно теперь говорить ванда фалката. На ванду сирулесценс, которая растет в Индии, голубая. И ее зарегистрированное имя на данный момент Вандафинетия Блаупант. И это был тоже подарок. Спасибо Александре. И что интересно, оба родителя, они ароматные. Ну а теперь всех на водопой, а потом на посадку. Снимаю 12 дней спустя. Интересные наблюдения, вот этот гибрид. Видите, как он выглядел 12 дней назад? Практически не изменился, потому что все силы растения отдает на цветонос. И скорость роста корней и листьев замедляется по сравнению с другими. Вот вы увидите, здесь я подвязала мешочек с нутрикотом, долгоиграющим удобрением. Все это время они простояли у меня на улице, под сеткой поливались дождем. Вот по этой я заметила,
корни у нее удлинились, и заметно было лист, вот этот центральный, стал длиннее, и внутри там не было растущего листочка. А теперь, если заглянуть, я вижу, показался новый лист. 12 дней. Как же заметно, у орхидей ускоряется рост летом, вегетативный период. Самое время покупать вот именно в это время года и адаптировать к своим условиям. Вот это голубая Дженнис Алисон. У нее я заметила, вот обратите внимание на центральный лист. Видите, там только-только показался новый лист посередине, а сейчас он выглядывает вон насколько уже. Видите, если растение не тратит энергию на цветение, на цветонос, у него и листья растут быстрее, и корни. У манюни, посмотрите, видите, какой большой корешок стал, а был он вот такой маленький. И подзагорел он у меня на солнце и удлинился, ну, в 2 раза точно, если не в 3. А вот эти веснушки на макушке говорят, что солнышка-то много, я ему даю. Оно еще не страшно, но лучше переставить немножко в притененный участок. Все очень плотно и хорошо уселись, а вот это Мишима Лайм, зеленые цветы с розовой губой, как-то вот не зафиксируются. Я потом это доделаю. Не люблю, когда орхидеи болтаются и повреждают кончики растущих корней. Очень заметно подросли корни у гибрида Neofinity Navando Cirrulescens, и они начали потихонечку осваивать поверхность камней и лавы. Вот так они выглядели, посмотрите, в 2 раза короче были. Ну супер, вот что значит солнце, дождь и теплая погода. Вон того маленького кончика по центру справа, его 12 дней назад не было. Да, ох, не угробить бы такие красивые здоровые растения. В этом году я решила не оставлять их под проливным дождем на долгое время, буду убирать, если температура будет опускаться ниже 16 градусов. В прошлом году я и так не делала, и у меня закончилось повальным грибком, холод и сырость. Талумния у меня в доме, наращиваем корешки, посадила я ее в мох. Да, суховат вот сейчас. Можно вылить буквально чайную ложечку воды сюда. Но корни, они у меня наращивают очень медленно. Не знаю, если у вас это получается быстрее, поделитесь опытом. Дендробиум антилопа Рэмбо как-то так распушился, вы знаете, и выглядит хорошо, и рожки вон в тургоре. Кстати, он отличается от того, как выглядит на фото, по которому я его выбирала. Мне вот этот очень понравился на фотке Александры. Но это тоже интересный фиолетовый цвет вместе с зеленым смотрится хорошо. А посмотрите, цветонос 12 дней назад вот на этом кадре и сейчас практически не вырос, потому что растение цветет. Ну, на этом все, дорогие друзья. Прошу, загляните на канал моего мужа Майкла, он там готовил попкорн и готовил обалденные сэндвичи с пастрами. Я оставлю ссылки под видео. От души желаю здоровья вам и желаю здоровья вашим растениям. Пока-пока.